Вот уже почти год, как мы переехали в Америку, а вместе с этим появились и новые возможности. Всем привет! И сегодня я расскажу вам о своем новом компьютере и о том, что интересовало в нем конкретно меня. Приятного просмотра. Почти сразу после того, как мы заселились в квартиру, я стал искать комплектующие и магазины, где их можно купить. В итоге использовал, конечно же, Amazon, а также Newegg и Best Buy. Основой каждого компьютера является процессор, и им стал Ryzen 7 7800 X3D. Мало того, что он выдает FPS больше, чем его конкуренты от Intel за ту же цену, так еще и потребляет он существенно меньше. В общем, сказка, а не процессор, о котором мы поговорим поподробнее чуть позже. Материнскую плату я выбрал от Asus ROG Strix B650A. И как несложно догадаться, моя сборка будет выполнена в преимущественно белом цвете. Пробовал я белые девайсы еще в России. Им были моя клавиатура и корпус от ПК. Выглядят они интереснее, на камеру снимать белые девайсы значительно легче, так еще и вопреки популярному мнению, пыль на них выглядит не так заметно по сравнению с девайсами черного цвета. Возвращаясь к материнке, из минусов можно отметить, что ее текстолит не белый, но так я покупал ее по достаточно хорошей цене, то вполне неплохо. Подходя к оперативной памяти, стоит сказать, что ей стала модель от Corsair. Две плашки по 16 ГБ на частоте 6000 МГц. Моя главная претензия не так конкретно к этой оперативке, как в целом типу DDR5. Только взгляните на то, как замечательно выглядят все 4 заполненных слота оперативки. Но плашки DDR5 существуют только от 16 гигов каждая. Конечно, есть плашки и по 8, но все они уж слишком низкопроизводительные, поэтому покупать их нет смысла. Ровно как и покупать 4 плашки по 16 гигабайт, которые вы никогда не займете полностью, но разве что если вы не используете After Effects на постоянной основе. Сейчас самое время рассказать о жестких дисках и их главной для меня проблеме. И это даже не скорость, которая вполне приемлемая за эту цену, а именно шум. Потому что нередко они заметно скрипят и слышно даже далеко не в самой тихой сборке, что может подпортить картину. Но, к счастью, в моей сборке я использую два NVMe накопителя на 1 терабайт и PCI-Express 4 каждый. Первый от Samsung, он побыстрее, и на него я установлю винду, проги и самые важные игры. А на второй все остальное. Далее мы переходим к охлаждению процессора, и здесь есть о чем поговорить. Ну, во-первых, посмотря различные тесты на ютубе, я понял, что разница в температурах и производительности на Ryzen 7 поколения, будь то воздушное или жидкостное охлаждение, небольшая. Хотя очевидно, что жидкость выигрывает, но и надежная водянка, которая к тому же мне нужна в белом цвете, стоит явно дороже воздушного охлаждения. А недорогие, сомнительные модели, честно, я бы не рискнул вставлять такой дорогой, по крайней мере для меня, компьютер. Именно поэтому я выбрал башенный кулер от Deepcool, модель AK620, конечно же в белом цвете. Опять же, судя по тестам, он был не сильно хуже, а иногда даже и лучше, чем кулера от премиум брендов, такие как Big White, Noctua и так далее. А в отличие от них, Deepcool делают полноценные белые кулера. Наверное, единственная проблема с ними, так и в принципе с продукцией Deepcool, так это то, что в комплекте у них достаточно шумные вертушки, что конечно же является минусом. Поэтому я решил заменить их на другие две вертушки от Arctic P12 с гарантией 10 лет. Этого я не ожидал, но все же они гораздо тише, что не может не радовать меня. Термопасту я использовал, которая была в комплекте с кулером Deepcool, потому что, судя по отзывам, она неплохая и ее можно использовать без проблем. Вертушки и кулер встали замечательно, хотя оперативка стоит прямо впритык к кулеру. Вот такая красота, кстати, у меня получается. С материнкой мы вроде как закончили, так что теперь двигаемся дальше. Теперь время распаковать корпус, которым стал Lian Li Langcool 216RW в цвете белой стали. И первое, что я заметил, так это его очень большой вес. Чтобы вы понимали, он весит 11,5 кг, а в нем должны быть и другие компоненты. Для сравнения, корпус моего старого ПК весил 5,5 кг. Конечно, это обусловлено тем, что корпус от Lian Li сделан не из фольги там какой-то, а из стали, что у него толстые стенки и так далее. И все это, конечно, круто, но честно я бы не сказал, что я вижу какую-то огромную разницу и смысл конкретно в том, что корпус очень крепкий, он не прогнется просто так и так далее. Хотя нельзя не отметить его красоту и огромный функционал, а также 3 встроенных вентилятора. Два спереди на 160 мм каждый и на 140 мм сзади, которые обеспечивают сильный поток воздуха внутрь корпуса и из него. Из минусов отметил бы, что в комплекте нет пылевого фильтра спереди, они продаются отдельно. И еще вентилятор сзади без подсветки, что делает сборку немного темной, но это легко и недорого изменить, чем я займусь в будущем. А в основном корпус мне очень понравился. Удобное расположение всего, много места, очень удобно было собирать в нем все компоненты и проводить кабели. Недушный и красивый. Первое, что мы установим в корпус, будет блок питания,
которым стал Corsair RM850. Судя по калькулятору мощности, его должно было более чем хватать. Помимо этого он имеет сертификат 80 плюс Gold, что вполне дефолт, и конечно же он и кабели выполнены в белом цвете. Проводов в комплекте, кстати, очень много, стоит ли мне говорить, что я использовал лишь 3 из них. Кстати, из-за того, что корпус очень широкий, как-никак в него влезают 160 мм вентиляторы, то блок питания выглядит там достаточно маленьким, и между ним и стенкой остается много места. Собираем все, что есть вместе, и подключаем всевозможные провода. Не хватает только самого главного и неизменяемого элемента игрового ПК – видеокарты. Дело в том, что та видеокарта, которую я хотел брать, на момент покупки всех остальных комплектующих еще даже не поступила в продажу. Поэтому какое-то время я пользовался ПК на настройки от процессора, но это уже будет другой разговор. Сейчас видеокарта пришла, и ей стало 4070 Ti от Asus TUF в белом исполнении. Другие белые версии 4070 Ti были очень неоднозначные, например как Gigabyte Aero. Безусловно, на выходе это была одна из самых доминирующих исполнений 4070 Ti в принципе, благодаря очень крутому охлаждению, и очень может быть, что я выбрал бы именно их видеокарту. Но потом они, видимо, вспомнили, кем они являются, и выпустили вторую ревизию этой видеокарты, которая стала на порядок хуже за счет того, что во второй ревизии уже не было испарительной камеры, и возможно еще как-то удешевили производство, что она теперь заметно горячее и шумнее. Выпуск изначальной версии остановили, так что на полках магазинов ее найти было нереально. Были еще Zotac, Galax, но их брать уже не хотелось тем более. Там через пару месяцев вышли еще 4070 Ti Super, но прирост FPS не сильно большой, поэтому я не жалею, что не ждал. И вот собственно почему я выбрал именно ее. В комплекте самой видеокарты был кабель питания от нее, но он был черный. Я надеялся, что хотя бы Asus положит белый провод к белой видеокарте, но этого не случилось. А кастомные кабеля в моем случае белого цвета стоят в районе $20-30, что как по мне достаточно дорого за вещь, которая должна по идее идти в комплекте. Но помимо этого там были различные наклейки, брелки и так далее, которые до сих пор там и лежат. Ну а вот и сама видеокарта. Несмотря на то, что исполнение Asus TUF в этом поколении является одним из самых маленьких среди остальных вендоров, видеокарта сама по себе показалась для меня достаточно большой. Еще была подставка, которая также является отверткой, что в принципе прикольно. Сама видеокарта тоже выглядит классно, особенно детализированная сторона с вентиляторами и обратная. Но вот так выглядит все в сборе. Бирюзовый цвет подсветки понравился мне больше всего с моими белыми компонентами. Кстати, абсолютно вся подсветка контролируется с помощью одной программы от материнки. Также нужно рассказать про настройку вентиляторов. В моем предыдущем ПК все корпусные вертушки были подключены по Molex, потому что материнка была очень бюджетная, и там попросту не было достаточно 4 пин разъемов. А это означает, что контролировать их обороты нельзя, и они всегда крутятся на фиксированных максимальных оборотах, из-за чего даже в простой от компа в тихой комнате исходил заметный шум. А с подключением вентиляторов по 4 пин я открыл для себя абсолютный контроль над оборотами вентиляторов, что дает эффективное использование ресурсов вентиляторов, оптимальный шум или вовсе его отсутствие в различных сценариях и так далее. Кстати, здесь сильно помогает размер вентиляторов, которые способны пропускать большое количество воздуха даже на низких оборотах. Ну а теперь время теста в играх. Все тесты проводились в 2К разрешении, как и подобает для такой видеокарты. Так как это моя первая RTX видеокарта, то и RTX, DLSS и другие фишки я буду пробовать впервые. Начать стоит, конечно же, с Киберпанка. На максимальных настройках графики и высокой плотности толпы, которая, кстати, выглядит погано и кроме бенчмарка не годится ни на что. Без ничего мы получаем в районе 80 FPS. Включая RTX на впечатляющих настройках, FPS падает до 45 и 50 FPS. А вот включая добавок к этому DLSS качеству, мы получаем чуть больше, чем 100 FPS. Добавляя еще и генерацию кадров, то это уже киберспортивный фреймрейт. 150-160 кадров в секунду. В общем, побегав по карте еще немножко с различными настройками графики, могу сказать, что ожидал большего от RTX, которого вообще незаметно. Но вот DLSS и другие фишки прикольные, хотя смысл от них не такой уж и большой в соло-проекте. Что же касается лучика в Майнкрафте, то тут ситуация в разы лучше. Освещение действительно прикольное, и я рад, что теперь могу сказать это, основываясь на своем собственном мнении, а не по видео других ютуберов. По FPS здесь, кстати, неплохо, он меньше 130 не падает. Но здесь также надо учитывать, что в Minecraft Bedrock по дефолту включена вертикальная синхронизация, и соответственно игра залочена под частоту монитора, в моем случае 165 Гц. Следующей игрой станет Death Stranding, где на максимальных настройках графики на улице в районе 180 FPS. Возможно, если бы отошел подальше от станции, FPS и было бы меньше, но мне было слишком впадло это делать. Следующая игра, которая давно меня сильно интересовала, и я ее наконец-то здесь купил, это God of War. Здесь на максимальных настройках графики, опять же без DLSS, мы получаем в районе 120 FPS во время файта.
Но здесь точно так же все сильно зависит от локации, поэтому FPS может быть и выше, и ниже. Подходя к компетитив проектам, единственная игра, которая меня интересует, это Apex. И здесь на максимальных настройках графики во время файта FPS держится в районе 200. Понятное дело, что на минималках проблем не будет тем более. Вот и подошло к концу видео. Подводя итоги, могу сказать, что я очень доволен тем, что у меня получилось во всех аспектах. Производительности, тишины и эстетики. Конечно, мне есть еще что рассказать об этом, но это уже не так сильно относится к самому ПК, поэтому это как-нибудь в другой раз. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, всем удачи и пока.